We have a cleft palate, so the bony defect is way larger than the soft tissue defect. То же самое касается расщепленного неба. Когда есть расщепление мягкого неба, обычно дефект мягких тканей и дефект костной ткани, они не сообразны друг другу. So we did, in this case, we extracted the teeth to may use the lateral soft tissue from the cheek rather than using a palatal tissue. В данном случае была проведена экстракция зубов для того, чтобы обеспечить возможность использовать мягкую ткань со щеки, с внутренней поверхности щеки для закрытия дефекта, а не мягкие ткани неба. So we extracted this teeth, and after 6 weeks, we can have the healed area. We have to be very tactile and gentle to the tissue during extraction. В данном случае экстракция должна быть проведена максимально аккуратно и нежно, бережно по отношению к тканям, чтобы получить через 6 недель заживление вот этой области экстракции. And this is a 3-flap technique. Well, I'll not give you details now because it is a more advanced surgery, but this is a one side here, then one from this side, second from this side. That's the final result. В данном случае для закрытия дефекта используется техника 3 лоскутов. Доктор не будет на ней подробно останавливаться. Берется по лоскуту с каждой стороны, ушивается вот таким образом, получается вот такой результат. But that works. If you try other technique, you'll have the same results as in a poor dog without the bone in the mandible. So triple thing before you apply any technique. If you have doubts, you can always email me. I will give you at least my advice. But a palatal surgery is very difficult, and if you have acquired defects, you have to be really ready to do everything with one attempt. Что касается ушивания другими способами, в данном случае ничего бы не сработало из-за масштаба костного дефекта, то есть первоначального дефекта. Более того, вот эти множественные операции привели бы к таким же драматическим последствиям, как мы видели вот на самом первом изображении собаку с недостающим фрагментом костной ткани в нижней челюсти. Хирургия области неба – это чрезвычайно сложная область. Если у вас есть какие-то сомнения, вы, конечно, всегда можете к доктору обратиться, он, если сможет, вам что-нибудь посоветует, но в любом случае, если вы пытаетесь справиться с дефектом неба, с приобретенным дефектом в области неба, старайтесь, чтобы у вас только одна попытка. В общем, то есть вы можете только один раз попробовать это сделать. Напишите по-английски, мой компьютер, ему не нравится русский, он такой неинтеллигентный. This is another example of our wonderful breed, the French Bulldog. And in this breed, again, I implemented standard. We don't do 2-dimensional radiography anymore because it's hopeless. Еще один пример. В данном случае мы рассмотрим вот этот пример на примере собаки французский бульдог, наша любимая порода. Доктор говорит, что с такими собаками они практически уже перестали тратить время на двухмерные. So you see, there is a series of X-rays which can see that there is an intraorbital swelling and there is a periapical lesion. Вы здесь видите так, пример бесполезности такой визуальной диагностики у таких собак. Мы видим серию рентгеновских снимков, которые игнорируют периапикальное повреждение и поражение орбиты. And you see that the left face of a dog is swollen. При этом клинически, если на фотографию вы посмотрите, вы видите, что левая сторона морды у собаки отекшая. But look at that. When we do CBCT, we at the top of that we see a small tiny sequestrum. Но посмотрите на компьютерную томографию. Обратите внимание, мы можем обнаружить небольшой секвестр. You see that? Small tiny thing, вот он, маленький, which was not visible on a classic here. This one, который не был увиден на стандартной компьютерной томографии. Sequester, the necrotic bone. Некротизированная кость, фрагмент. And it can be associated with the osteomyelitis.
Это может быть следствием остеомиелита, например. If you leave this small tiny guy, so then the dog will come in 2 weeks again with swelling. Если вот этот крошечный маленький секвестрик будет забыт во время операции и проигнорирован, вы его не заметите, то через пару недель собака придет, все сначала начнется. So when you do extraction, it's very hard, it's very easy to miss it. Even if you do post-operative X-ray, you can miss it because it's not very distinct on a two-dimensional Когда вы radiography. проводите экстракцию зубов и произошел вот этот вот отломок, формирование секвестра произошло уже на момент проведения операции, его очень легко потерять, не найти во время оперативного вмешательства. А рентгенологически, даже если вы после экстракции проводите рентгенологический контроль, его все равно можно не увидеть. Now, of course, don't take it this way that there is no life if you don't have CBCT. There is still life. I was doing maxillofacial surgery for 25 years without that. But my mission is to show you how beautiful life is with Доктор не хочет, чтобы вы воспринимали то, что он сейчас говорит, что в отсутствии конусно-лучевой компьютерной томографии жизни нет, все, стоматологии нет, потому что в течение 25 лет он работал в области челюстно-лицевой хирургии вполне себе успешно и не обладал такими диагностическими возможностями. Это просто иллюстрация того, что можно сейчас уже получить в свое распоряжение. That's another situation when we have a TMJ ankylosis, so the dog cannot, this is a maximum opening of the jaws. We really cannot do intraoral X-rays. Еще один пример применения конусно-лучевой компьютерной томографии – это анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. И здесь вы видите проиллюстрировано максимальное открытие рта, размыкание челюстей у собаки, то есть внутриротовое рентгенологическое обследование невозможно в такой ситуации. We really can appreciate the extent of ankylosis. We can appreciate and assess the teeth without necessity to open the mouth, because we can't open the mouth, and then we can plan the entire procedure and we can address all the problems. С помощью трехмерной визуализации мы можем оценить протяженность, масштабы анкилоза, мы можем оценить состояние зубов, не открывая рот, не прибегая к необходимости открыть рот собаки. Таким образом мы можем планировать наше вмешательство, как мы будем действовать. Okay. I mentioned also the cephalometric studies. So for orthodontics, quite often we have situation that we see the right mouth, so we have a right side different from the left side, and we have to identify what is the cause of that, what is the reason. Уже доктор упоминал о возможности проведения цефалометрических исследований. Если мы говорим об ортодонтии, то нередко мы сталкиваемся с ситуацией, что правая сторона челюсти отличается от левой стороны, то есть мы видим разную картину, и нужно понять, почему это произошло и что с этим сделать. And if it is a skeletal malocclusion, so if the reason of the wrong distribution of a teeth is caused by a skeleton, well, we simply cannot correct it into right occlusion. We can only diminish the trauma and diminish the discomfort. В случае вот такого разнообразного расположения зубов мы понимаем, что это может быть вызвано неправильным расположением костной системы, то есть, собственно, костей черепа. И в этой ситуации мы понимаем, что едва ли мы можем что-то предпринять для того, чтобы этот прикус вернуть, все, что мы можем в норму, то есть сделать его более правильным. Все, что мы можем сделать в такой ситуации, это попытаться минимизировать травмирование тканей, которое возникает в результате вот этого некорректного прикуса. So that's also very important for prognosis and for treatment plan and for the good diagnosis, which we can't do in a classic radiography. Снова мы понимаем, что мы вооружены бесценной информацией в отношении прогноза, в отношении планирования различных лечебных мероприятий, и эта информация не может быть получена никаким другим способом. That's another information and situation where we have a supernumerary tooth in a cat, and we have to decide which tooth has to be extracted.
Еще один пример применения такой визуализации у кошек – это ситуация, когда мы имеем дело с сверхкомплектными зубами, и перед нами стоит вопрос, какой зуб удалять. So based on this, we cannot rule out whether the roots are not compressed, they are not fused. Основываясь на рентгеновских снимках, внизу вы видите их, мы не можем понять, нет ли у нас слияния корней двух зубов. So it is perhaps nothing very critical for the life, for to be or not to be for this cat. We can simply extract both. But if the owner wants to have at least one tooth on each side, we have to decide. And if we have a fusion of the roots, we should address it and say that there could be complications. Безусловно, эта ситуация не угрожает жизни кошки, и вы всегда можете удалить оба зуба в конце концов. Но если по какой-то причине владелец настаивает на том, чтобы вы сохранили хотя бы один зуб, если вы можете отследить, разделены ли корни вот этих двух сидящих рядом зубов или нет, вы можете прогнозировать возможные осложнения. So we then can go every 15 millimeter down and to see whether these teeth are fused or not. And that will give us a good information how to perform the surgery. Благодаря технологии мы можем сформировать срезы толщиной 0,15 мм, поперечные срезы зубов, вот этих двух соседствующих зубов, и уловить момент, есть ли слияние корней на каком-то этапе или нет, и, следовательно, планировать нашу экстракцию. Okay. Yeah, that's another group of patients, the rodents, rabbits, and I tell you again, I'm now preparing the 2 hours presentation about the 2D radiography in rabbit rodents. It's very difficult. All these lines, all these extraoral things is possible, but it takes forever. Еще одна категория пациентов, которые только выигрывают от такой диагностической визуализации, это кролики и прочие мелкие такие грызуны, мелкие животные. Доктор говорит, что он сейчас занимается подготовкой лекции на тему рентгенологического обследования области головы у кроликов и грызунов. И он говорит, что это очень-очень сложно. То есть не сказать, что это невозможно, но чтение этих снимков, их информативность, это очень... Not only reading, but also performing, doing that, and then making these lines, reading, interpreting, is not easy. Не только чтение их затруднительно, но и само производство, то есть сама съемка бывает очень сложной. Once you do the CBCT scan in a 36 seconds maximum, you can apply, you can identify all the occlusion thing, all these spikes, all the things which are difficult to see on a two-dimensional X-ray. 36 секунд на конусно-лучевую компьютерную томографию, и вы получаете всю информацию, которая вам нужна. Информацию о прикусе, информацию о каких-то острых зубах, о каких-то несопоставимых участках, все, что вам нужно. You can appreciate the occlusion, you can appreciate the small, tiny carious resorption lesions, which are not possible to reveal in a hamster like that. Оценить прикус, оценить различные кариозные изменения зубов, резорбцию зубов, что едва ли будет возможно сделать рентгенологически, с помощью рентгенологической диагностики у такого хомячка. Again, the question is whether the owner of a guinea pig is willing to spend €100 for CBCT. Some of them will say, well, I can have 20 guinea pigs for that price. But in my experience, these guys are very, very enthusiastic to struggle to save these small patients. Другой вопрос обычно возникает, готов ли владелец морской свинки заплатить 100 евро за такую диагностическую визуализацию. Но, конечно, многие из них скажут, что я 20 морских свинок себе куплю на эти деньги. Но при этом доктор говорит, что вот по его опыту часто владельцы таких животных оказываются чрезвычайно целеустремленными и очень сильно хотят помочь своим мелким товарищам. Another argument is that in our clinic this is not only diagnosis, but I can simply fix that.
So it's not, I don't send to university when they do that, but they don't even know how to read it. And then it's another anesthesia. This is one anesthesia that includes diagnosis and management. Однако есть еще одно существенное соображение, что в клинике доктора это не просто выброшенные на диагностику деньги, если можно так сказать. То есть не будет ситуации, что они сделали это исследование, провели это исследование, потом отправили животное в какую-нибудь университетскую клинику, где ему потребуется еще одна анестезия, где никто не умеет читать эти изображения толком. Это не так. Они могут за одну анестезию провести диагностику визуальную, проанализировать ее и, если это возможно, починить, то есть исправить что-то. Okay, so another bunch of examples following our program of this presentation. So the nasal septum, which is not easy to find on a two-dimensional. Еще несколько примеров, следуя плану нашей лекции. Носовая перегородка не простая область для других двухмерных методов обследования. Very rarely these abnormalities like this curved septum may affect the quality of breathing, but this is another information which we can share. Редко, когда вот такие аномалии расположения носовой перегородки, когда она вот так дугообразно изогнута, влияет на процесс дыхания, однако, тем не менее, это интересная находка, о которой может быть полезно знать. And of course, if you have a sneezing dog or sneezing cat, it can have, association with the signalment. Еще в этой связи категория пациентов чихающие собаки, чихающие кошки, может быть, проблема как раз локализуется в этой области. And another group of difficult imaging areas is a sinus, frontal sinus, which with the CBCT is super wonderful. We can see the differences, we can see the mass, liquid presence in the frontal sinus. Еще одна структура – это пазухи, в частности лобная пазуха, затруднительна двухмерная диагностика, тогда как при конусно-лучевой компьютерной томографии с легкостью мы можем идентифицировать массообразование в лобной пазухе, скопление жидкости в лобной пазухе. So interesting findings that some of the dogs, particularly in the brachycephalic, they have closed sinuses. So this is what we didn't know. There was a paper written recently in UC Davis about the studies in brachycephalic, because it's really difficult to find it out on a two-dimensional X-rays. У некоторых собак, в частности у брахицефалов, бывает такая ситуация, как замкнутые синусы, замкнутые пазухи. Это не было известно, потому что рентгенологически довольно сложно это дифференцировать. Не так давно была сделана публикация университетом Дэвиса на эту тему. So the frontal sinus, another nasal septum, frontal sinus, and Ebola anomalies, very, very easy to find. You see, never obtained by a regular two-dimensional technology. Таким образом, носовая перегородка, лобные пазухи, а также области барабанного пузыря, барабанных перепонок – это анатомические зоны, которые едва ли можно информативно исследовать рентгенологически, и аномалии которых достаточно легко идентифицируются с помощью компьютерной томографии. Finally, temporomandibular joint diseases. Солнечно-нижнечелюстной сустав, его патологии. So all the things which are no way to identify that in other technology. Тоже нет способов у нас идентифицировать проблемы с этим анатомическим образованием другими способами. So even luxation sometimes is way easier to identify on a 3D rather than on a two-dimensional. Даже вывихи иногда височно-нижнечелюстного сустава бывает гораздо легче идентифицировать с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии, нежели чем с помощью двухмерной визуализации. Yeah, and there was 5 days ago I had an interesting case, very rare thing. I have noted here because it's too recent. The dog with an exophthalmos.
Буквально несколько дней назад у доктора был очень интересный случай, его нет здесь, потому что прямо он недавно произошел. Собака с экзофтальмом поступила. With the mass in a soft palate. С массообразованием мягкого неба. Was taking a biopsy from the soft palate. У собаки взяли биопсию из and the diagnosis was sialocele. Мягкого неба, диагноз был сиалоцелия, то есть воспаление. When we took CBCT, it was a German Shepherd, so it is a whole head. We could find that the left temporomandibular joint was completely destroyed. Сделали, это была немецкая овчарка, и сделали консулочевую компьютерную томографию и обнаружили, что левый височно-нижнечелюстной сустав полностью уничтожен, полностью разрушен. So we took a biopsy not from the palate, but from the TMJ area. Они взяли биопсию, но не со стороны ткани мягкого неба, а со стороны области височно-нижнечелюстного сустава. And the diagnosis was myxosarcoma, very rare tumor. И диагнозом оказалась миксосаркома, крайне редкая опухоль. I found in the literature there was one paper about 2 patients. В литературе доктор порылся и нашел одну публикацию, в которой было 2 with exactly same situation. С абсолютно такой же Exophthalmos, ситуацией клинической. soft palate lesion, sialocele treatment, and then 3D imaging and TMJ myxosarcoma. То же самое клинически регистрировался у этих собак, описанных в публикации экзофтальм, изменение тканей мягкого неба, диагностирована и полечена сиалоцелия, и то же самое трехмерная реконструкция выявила полное разрушение височно-нижнечелюстного сустава и миксосаркому. So the conclusion is, if you have